Привет, друзья, геометры и алгебраисты. Замечательная задачка, навеянная мне интернетом. Найти площадь прямоугольного треугольника по высоте, проведенной гипотенузе, она равна 5, и острому углу, который равен 15 градусам. Я покажу два решения, точнее мы с Машей покажем два решения. Я алгебраическое, Маша геометрическое, а вы можете прислать свое, оно будет третьим решением. Итак, внимание, торопиться мы не будем, потому что некоторые зрители пишут, что они не успевают, нужно все медленно и подробно, но все зависит от уровня задачи. Эта задача школьная, хотя и не такая простая. Дан прямоугольный треугольник АБС, CH, высота равна 5, угол B 15 градусов, нужно найти площадь. Итак, 10 класс, алгебра, точнее тригонометрия. Вот первым шагом я найду вот этот уголок. ACH. Как я его найду? Ну, найду сразу угол вот этот, розовый. Сколько он будет градусов? Ну, сумма острых углов прямоугольного треугольника это 90. Один угол 15, второй будет 75 градусов. Написали. А сколько будет вот этот уголок, синенький? Синенький. Из прямоугольного треугольника AHC 90 минус 75, 15. Вот этот угол будет синий, 15 градусов. Ну все. Ну теперь я обозначу катеты А и Б. И скажу, что я из вот этого треугольничка найду синус угла в 15 градусов, а из второго маленького косинус 15 градусов. Итак, начинаю писать медленно и говорю с треугольника CHB. Синус 15 – это отношение противолежащего катета CH к гипотенузе CB. То есть 5 деленное на А – это синус 15 градусов. Умножаем обе части этого равенства на А. Получается 5 равно А синус 15 градусов. И делим на синус 15 обе части. Получается А равно 5 деленное на синус 15 градусов. Синус 15 градусов в школе не табличное значение, никто его не знает, да и за школой никто его не знает. Я его не помню, может быть. Итак, теперь из треугольника второго CHA или AHC, как я сказал, AHC, мы найдем косинус угла в 15 градусов. Это отношение прилежащего катета CH к гипотенузе AC. То есть 5 деленное на B – это косинус 15 градусов. Отсюда аналогично. 5 равно B косинус 15 градусов, откуда B равно 5 деленное на косинус 15 градусов. Все есть. Ну а теперь площадь. Как будем искать площадь? Площадь прямоугольного треугольника можно найти как половина произведения катетов А на Б пополам. Ну вот двоечку как бы я вниз опущу, одну вторую вынесу, остается А умножить на Б. А у меня есть, вот оно, 5 деленное на синус 15 градусов. Ну и Б известно, 5 делить на косинус 15 градусов. И что мы имеем? В числителе 25, а в знаменателе 2 умноженное на синус 15 градусов умножить на косинус 15 градусов. Вот здесь как раз и поможет формула синуса двойного аргумента. Синус 2 альфа равен 2 синус альфа на косинус альфа. А что у нас там снизу записано? 2 синус 15 на косинус 15. Так это же получится синус 30 градусов, верно? Синус 30 градусов, а мы его знаем. Он равен 1/2. Синус 30 градусов. Получается 25 разделить на 1/2. Дробь 1/2 переворачивается. 2 первых получается 50. Мы решили задачу. Ответ 50. Ну ладно, теперь второй способ. Второй способ покажет нам Маша. Это будет 8 класс. 8 класс. Ну, а что там знают восьмиклассники? Вот в прямоугольном треугольнике, говорит Маша, очень полезно проводить иногда медиану к гипотенузе. Потому что есть замечательное свойство, что медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы. То есть вот АМ равно МБ, поскольку это гипотенуза, по теоремке эта медиана равна этой половинке АМ, либо МБ этой гипотенузы. Все. Тогда мы получаем равнобедренный треугольник CMB.
b. Вот и свойство этой медианы. Тогда этот угол 15 градусов. Углы при основании равны в равнобедренном треугольнике. Тогда угол при вершине будет 180 минус 15, 150. А вот этот уголок будет тогда смежный с углом 150, 30 градусов. Передохнули. И теперь какой треугольник мы рассмотрим? Ну, я думаю, все уже понимают, что нужно рассмотреть вот этот треугольник CHM. Треугольник CHM. Это был треугольник CMB равнобедренный, медиана равна половине гипотенузы, а CHM это прямоугольный с углом 30 градусов. А что мы знаем? Мы знаем, что катет, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы. Но отсюда, собственно говоря, и следует, что можно найти эту гипотенузу, то есть CM равно 2 умноженное на 5. Получается 10. Итак, я отмечу, что CM равно 10, 10. Ну тогда АМ тоже равно 10, МБ тоже равно 10. И вся гипотенуза у нас сколько? 20. Ну, пришла пора найти площадь АБЦ, но только будем искать не как половина произведения катетов, а как половина произведения основания на высоту, как обычного треугольника. Можем же так сделать? Можем. Вот АБ – это будет основание, то есть С умножить на H, на высоту. Иногда пишут со значком С. Получается 1/2, 20 умноженное на 5 тоже 50. И задачка решена, ответ 50. Напишите, какое решение вы предпочитаете, потому что есть алгебраисты очень сильные, они алгеброй решают геометрические задачи. Но Маша вам хочет сказать, что если есть треугольник с углом 15 градусов, прямоугольный, то всегда в нем высота, проведенная к этой гипотенузе, будет составлять 1/4 часть этой гипотенузы. Но верно ли обратное? Если высота составляет четвертую часть гипотенузы, то этот уголок острый будет равен 15 градусов. А я с вами прощаюсь. Присылайте свое третье решение, либо оцените одно из наших. Пока, до новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.